Иногда кажется, что умереть просто, но история человечества уверенно доказывает обратное. Пару сотен тысяч лет назад все было куда веселее, если вы не были главным героем того времени. Наши предки погибали в огне, в зубах, на камнях, в ритуалах, в пещерах и даже под собственными соплеменниками. И да, технологии развиваются, медицина растет, но вот чего не меняется, так это наша склонность умирать особенно жутко. История знает немало случаев, когда смерть была не просто финалом, а пыткой, растянутой на часы, дни, а иногда и недели. И каждый такой случай – это мрачное напоминание о том, на что способна природа и человек. Но самое страшное в этих историях даже не то, как именно умирали люди. Самое страшное – кто или что их убивало. В полной мере вкусить плоды высокой смертности удалось уже нашим далеким предкам. Ни для кого не секрет, что продолжительность жизни первобытных людей была существенно ниже современной, а умирать на смертном одре, окруженным внуками и правнуками, у них никак не получалось. Тяжелые климатические условия, постоянный голод и хищники – вот основные убийцы первобытного человека. И самой страшной смертью в ту далекую эпоху, несомненно, являлась гибель в зубах хищного зверя. В 1990 году в олдувайских отложениях палеантропологом Джексоном Ньяу были найдены останки древних людей из рода Homo habilis. Кости многих из них были усеяны следами от зубов крупных хищников. Особое внимание Джексона привлек скелет молодого мужчины. Его правая рука была повреждена зубами леопарда, а левую берцовую кость и стопу сплошь покрывали следы крокодильего укуса. Реконструкция событий показала следующее. Молодой парень стал жертвой леопарда, но судьба посчитала, что клыки хищной кошки – недостаточное наказание за все его грехи. В это же самое время из близлежащего озера вынырнул большой крокодил, схватил бедолагу за ногу и потянул в воду. Леопард уступил, и несчастный юноша, избежав одной смерти, удостоился другой, еще более мучительной, в пасти огромной рептилии. Вид крокодила, напавшего на Хабилиса, печально известен своей репутацией людоеда и даже получил в связи с этим название Crocodylus anthropogulus. Подобные трагические сцены, увы, не были редкостью. Случалось, что звери устраивали самые настоящие массовые расправы над нашими далекими предками. Об одном таком случае рассказывают находки Homo rhodesensis, подвида гейдельбергских людей, общего предка неандертальцев и современного человека, живших на территории Северной Африки от 120 до 400 тысяч лет назад. В одной из пещер в Марокко были найдены изуродованные останки более десятка человек. Экспертиза показала, что все они были умерщвлены в одно и то же время и съедены заживо целой группой гиен. О причастности гиен к этому преступлению говорят раздробленные в труху кости. Только челюстям гиен под силу перемолоть их до такого состояния. Ни саблезубые кошки, ни даже медведи на такое не способны. Погибнуть в пасти крокодила или быть разорванным заживо стаей гиен – дело жуткое, но быть зверски убитым собственными соплеменниками – тоже вещь малоприятная. В руинах древнего китайского города Симао археологи обнаружили ужасные находки, датируемые возрастом около 4000 лет до нашей эры. Здесь в каменной гробнице были найдены 85 скелетов молодых девушек, жестоко искалеченных и убитых. Их головы проламывали тяжелыми тупыми предметами, а их мертвыми телами обкладывали саркофаги с умершими аристократами. Некоторых из них обезглавливали. По всей видимости, это были останки наложниц, погребенных со своими влиятельными хозяевами. Рядом с погибшими археологи обнаружили многочисленные ритуальные предметы, жертвенные кинжалы, украшения и нефритовые статуэтки. Жуткое ритуальное убийство в Симао стало первым массовым человеческим жертвоприношением, известным науке. Какими бы жестокими способами ни умирали древние люди, их смерть может показаться тихой и безмятежной в сравнении с тем, на что стал способен так называемый разумный человек. Ни один самый лютый хищник не может сравниться с больным человеческим рассудком, ставшим прибежищем для сил зла и породившим на свет способы и инструменты убийства, главная цель которых – причинение максимальных мучений жертве. Одним из таких гуманных наказаний стал скафизм – способ казни, описываемый Плутархом в своих сочинениях. В 401 году до нашей эры этим методом был умерщвлен персидский воин Митридат, убивший на поле боя Кира-младшего. Царь Артаксеркс II решил приписать эту славу себе, а всех лишних свидетелей умертвить. Митридату же он приготовил особый способ ухода из жизни. Перед казнью приговоренного обильно накормили молоком с медом. Затем его уложили в деревянное корыто, связали руки и ноги да так, что он не смог пошевелиться.
а сверху накрыли другим корытом, оставив открытой лишь голову для дыхания. Совершенно обездвиженный Митридат стал справлять нужду прямо под себя. Запах испражнений меда привлек мух, те прилетали на место трапезы и откладывали яйца, из которых вывелось множество личинок, начавших медленно пожирать тело Митридата. Связанный по рукам и ногам, бедолага умирал в течение 17 дней от обезвоживания и от того, что его тело, поедаемое червями, превращалось в решето. Страшная мученическая смерть была уготована и Роберу Франсуа Дамьену, совершившему покушение на короля Франции Людовика XV. Ранение, нанесенное Дамьеном королю, было пустяковым, однако преступника ожидало совершенно дикое наказание. 28 марта 1757 года на Гревской площади Парижа началась казнь Дамьена. После продолжительных пыток огнем и железом Дамьена заживо кастрировали на глазах у толпы. Затем привязали за руки и за ноги к 4 лошадям и стали четвертовать. Но в тот злополучный день дьявол будто вселился и в лошадей. Кони никак не могли разорвать тело Дамьена на части. Попытки вырвать у бедолаги конечности продолжались в течение 4 часов. Тогда палач приостановил уставших лошадей, подошел к еще находящемуся в сознании Дамьену и тяжелым молотом стал дробить ему коленные, локтевые и тазобедренные суставы. Затем вновь настал черед лошадей, и на этот раз коням удалось разорвать тело преступника. Не менее зверские способы убийства людей применялись и в России-матушке. В 1718 году по приказу Петра I на Красной площади был умерщвлен страшной казнью Степан Глебов, любовник бывшей супруги государя. Измученного недельными пытками Степана привезли голову в 20-градусный мороз на Красную площадь. Поглазеть на казнь собралось около 300 тысяч человек. Рядом с местом казни по приказу Петра поставили телегу с опальной супругой и 2 солдатами. Они должны были держать ее так, чтобы она не закрывала глаза и видела все происходящее. Степана посадили на кол, на котором он мучился и умирал в течение 15 часов, истекая кровью от медленно входившего во внутренние органы острия. Смерть наступила лишь под утро следующего дня, после чего тело Степана обезглавили, бросили в ров и засыпали землей. В настоящее время исследовательские подходы к человеческим страданиям, в отличие от средневековья, более скрытны и менее явные. Конечно, до сих пор существуют страшные пытки и казни в различных уголках мира, да и маньяков пока тоже никто не отменял. Но все же теперь это не делается столь явно, как в старые добрые времена. А поощрять подобное в мировом сообществе считается, мягко говоря, моветоном. Но на смену людям пришли их бездушные детища – машины. И вот они-то порой и оттягиваются на беспомощных двуногих на полную катушку. Одна из таких жутких смертей произошла в 1974 году в Диснейленде. Жертвой стала 18-летняя Дебора Стоун, работавшая там оператором аттракциона под названием «Америка поет». Этот аттракцион представлял собой огромный механизм-платформу, вращавшийся против часовой стрелки. Платформа была разделена на 6 отдельных комнат перегородками. Каждые 4 минуты колесо проворачивалось, и перед зрителями представала новая комната с находившимися там аниматрониками. Общее количество аниматроников на платформе составляло 115 единиц. Дебора Стоун должна была контролировать все технические моменты в шоу, а также исполнять роль конферансье. По ее словам, она не любила свою работу, потому что аниматроники наводили на девушку непонятный страх. И, как выяснилось, не зря. 8 июля 1974 года во время вечернего сеанса Деборе показалось, что механизм переключения комнат не сработал. Девушка втиснулась в щель между стеной и платформой, пытаясь выяснить причину неполадки. В этот момент механизм срабатывает. Дебору зажимает металлическими конструкциями, и платформа начинает очередной поворот. Поначалу зрители приняли крики девушки за часть представления, но когда пол залило кровью и включили дежурный свет, все стало ясно. Гигантская машина буквально расчленила Дебору, превратив ее тело в кровавый фарш. Возможно, одна из самых мучительных смертей в истории постигла 35-летнего японца Оути Хисаси, работника производства Токаймура, производящего топливные стержни для атомных электростанций. Очередная партия стержней запаздывала на отгрузку, и руководство завода надавило на Хисаси, требуя отгрузить партию во что бы то ни стало. Хисаси пришлось пойти на нарушение правил техники безопасности. Во время смешивания сырья концентрация урана в резервуаре была превышена в 4. Хисаси находился возле самого края резервуара. В следующий момент произошла синяя вспышка и сработали сигналы радиационной угрозы. Оути получил дозу облучения в 17 тысяч миллизивертов, что в 3,5 раза выше смертельной дозы.
Вначале будто бы все было в норме, кожа Хисаси просто покраснела, как после загорания на солнце. Но его ДНК была буквально разорвана радиацией. Тело Оути перестало производить новые клетки. Трансплантация стволовых клеток от донора не помогла. Через 2 недели кожа Хисаси стала отваливаться от тела кусками. Кишечник и внутренние органы атрофировались, организм больше не мог удерживать питательные вещества и воду. Каждый день из него выходило по 3 литра жидкого стула. Медики, пытаясь сохранить кожу, обматывали тело Хисаси марлей и бинтами, но они пропитывались кровью буквально за пару часов. Веки Хисаси отпали, а его глазные яблоки атрофировались и кровоточили. Из-за постоянных пересадок и переливаний крови его сердце постоянно билось со скоростью 120 ударов в минуту, и Хисаси находился в постоянной агонии. Это безумие продолжалось 81 день, и наконец сердце не выдержало и остановилось. Однако врачи клиники не получали официального запрета на реанимацию и, следовательно, в соответствии с законом были обязаны попытаться вернуть Хисаси к жизни. Судьба сыграла свою роль. Сердце Оути вновь забилось с частотой, сопоставимой с марафонским бегом. Это оказалось слишком для человеческой физиологии, и через 2 дня его смерть наступила окончательно. Развитие цивилизации и технический прогресс не избавили человечество от его главного врага смерти. Люди ускользнули от голодного мора и гибели в зубах хищников, но мимо старухи с косой им проскочить не удалось. Смерть лишь сменила правила игры, ужесточив их и сделав еще более ужасными. Изучение истории о смертях прошлого не столько пробуждает страх, сколько напоминает о хрупкости человеческой жизни и безграничной изобретательности как природы, так и самого человека в деле разрушения себе подобных. На фоне всего этого современные трудности, какими бы значимыми они ни казались в моменте, теряют масштаб. История убедительно показывает, бывают вещи куда страшнее, чем стресс, неудача или потеря работы.